Антикварный магазин, город Варшава, Польша. Приветствуем всех! Вы на канале Фарфор Европы. Будем искать красоту и не только фарфоровую. Антикварный магазин очень уютный, называется Look Inside. Владельцы два молодых человека. И вот первая наша находка, такая милая статуэточка, балерина Унтервайсбах. И эта статуэтка стоит 153 евро. Кто уже видел наш шортс, мы показывали эту удивительную бабочку, но рассмотрим ее поближе чуть позже. Нам достанут ее из шкафчика. А эта статуэточка венгерская Пола Хаза, пара ибисов, 158 евро. В этом антикварном магазине есть статуэтки немецких мастеров, статуэтки из России, Украины, Венгрии. Кстати, венгерские статуэтки ценятся очень дорого. И вот эта маленькая статуэтка, фигурка удивительной бабочки. Это же крапивница, как вы думаете? Размах крыльев у бабочки 10 сантиметров. Очень приятное, природное сочетание теплых цветов. Бабочка сидит на объемной рельефной веточке. Это ручная роспись по клейму 1935 год. И цена бабочки 200 евро. Но это не предел цены. Мы даже видели в интернете по 550 евро. Предметов в магазине много. Предметы совершенно разнообразные. Как рассказал нам один из владельцев, заходят в магазин коллекционеры, покупатели, которые любят преподносить милые, интересные подарки своим близким и друзьям. И при нас зашел очень веселый, немного подвыпивший человек. И долго очень допытывался, сколько ж ему дадут денег, если он принесет сюда свои старые вещи. Смотрите, на потолке велосипед, санки, ну и, конечно, люстры. В магазине очень много часов. Мы так поняли, один из владельцев очень любит именно часы, а второй специализируется на электронике. В магазине уютная, домашняя атмосфера. Яркие жизнерадостные люстры с цветными плафонами. Немецкие напольные часы фирмы Хау в стиле ар-деко высотой почти 2 метра. И цена у них 2000 евро.
А это уже представители польского фарфора. Супница фабрики Хута Франтишка, 52 евро. Довоенная супница. Узнаете? Советские часы «Маяк» в хрустальной оправе. И такое милое кофейное трио. Это тоже Польша. Фабрика Каролина в Евожине-Шленской. Обрамление кобальтом и золотом. Кстати, трио недорогое, 19 евро. Да-да, это «Маяк». Цена 66 евро. И, конечно, узнаваемый букет. Тарелка это Майсон, 99 евро, но, к сожалению, поцарапанная. Майсон это, безусловно, ручная роспись. И общий обзор. Витрина симпатичная, тоже старинная. А плакаты на стене очень похожи на соцреализм. Как думаете? Первая чайная пара – это польская фабрика Прушков. Была открыта в 1872 году. Чайная пара стоит 9 евро. К сожалению, в 2001 году фабрику объявили банкротом. С клеймом этой чайной пары встречаемся впервые. Буква G и корона. Предполагаем, что это фабрика Гиши из Верхней Силезии, но, может быть, кто-то знает лучше. Поделитесь с нами в комментариях. Будем вам благодарны. Нежное чайное трио от фабрики Речь из города Вунзидель. Трио стоит 17 евро. Минималистичное трио в терракотовом крытье. И опять это загадочная буква G. Помогите разгадать нам эту загадку. Кто знает, что за фабрика? Напишите в комментариях. Это что-то уже современное, в таком ярком геометричном декоре. Скромное трио начала 60-х годов 20 века от Кала. И что-то опять современное, в таком ярком, геометрическом, восточном рисунке. В общем, магазин произвел на нас очень приятное впечатление. Все красиво расставлено, чистенько, свежо и аккуратно. У этого магазина есть сайт. Если вас заинтересовали какие-то предметы и вы хотите увидеть на них цены, ссылочку мы оставим вам в описании. Цены, конечно, в злотых, но в любом случае вы можете сделать конверсию в евро, либо в какой-то другой валюте. По нашим наблюдениям, любимые покупки
Это фужеры и бокалы. Видимо, пьют и бьют. И вот надпись как раз в тему на польском. Экономь воду, пей пиво. И какой неожиданный, интересный экспонат в магазине. Пленочный кинопроектор. А вы заметили? Здесь очень много зелени. Как вам вообще этот магазин? Делитесь впечатлениями в комментариях. Опять в моду входит хрусталь. И особенно цветной. Монстера, которая только что промелькнула в видео, стоит на этом прекрасном рояле. Получается очень антуражно. Рояль в видео не попал. Но как же не показать этого красавчика? А в этом шкафу со всякой всячиной притаился Хэрон. Кто самый глазастый? Кто найдет? А вот и она, шкатулочка Хэрон, или как называет эту фабрику, венгерский Майсон. Это серия птицы, Ротшильд. Конечно, это ручная роспись. Цена шкатулки 45 евро. Бабочки и птицы. Вот такая миниатюрная красотка. А вы любите венгерский Хэрон? А это уже польские фабрики и легендарный фаянс от фабрики Влоцлавек, ручная роспись, ящички для сыпучих продуктов. Цена 7 евро. Очень любимый многими коллекционерами из Польши. Но, кстати, часто встречаются и на различных барахолках. И терракотовые цвета, и голубые. Кому-то нужны банки, очень востребованы разные инструменты, а кто-то собирает ключи. Тут
тут и пишущая машинка, и термометр Рига на русском языке времен Советского Союза за 12 евро. В этом магазине мы увидели две фигурки с клеймом «Сделано в Советском Союзе». Первая – это фигурка «Девушка с чайником» или «Семейное чаепитие». Автор Малышева – это Дулева. Цена фигурки 68 евро. Фабрика Дулева находится в России и до сих пор успешно работает. И вторая фигурка с клеймом «Сделано в Советском Союзе» – это лошадка черная с белой гривой, фабрика Коростень. Цена фигурки 77 евро. Фабрика Коростень находилась в Житомирской области. Это территория современной Украины. В 2012 году фабрика объявлена банкротом. Вам понравился этот антикварный магазин? Делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч! Пока! Тарелка Ваймар.